Всем привет! В Альбионе вы можете использовать абсолютно любое оружие и броню, тем самым меняя свой класс. На данный момент в игре представлено огромное количество видов как оружия, так и брони. И если вы недавно начали играть, то на ознакомление со всем этим многообразием может уйти довольно много времени. Но просмотр этого видео позволит получить базовое понимание о характеристиках и области применения различных элементов кожаной экипировки. Как и в прошлом видео, которое было о латной броне, начнем с общих характеристик кожаной брони. Каждый предмет экипировки имеет по 3 активных и 3 пассивных заклинания, кроме сапог, у которых есть четвертое специализированное умение. Но о них я расскажу далее. Кроме заклинаний мы можем видеть параметры и ресурсы, необходимые для создания предмета. Остановимся на параметрах подробнее. Как и в случае с латной экипировкой, кожаные шлемы и сапоги увеличивают максимум здоровья плюс его реген, и также увеличивают максимальный запас энергии плюс ее реген. Причем цифры увеличения в шлемах и сапогах для всех трех видов брони абсолютно одинаковы. И все различие в параметрах для разных видов экипировки заложено в торсе, точнее в мантиях, куртках или бронях. И отличительной особенностью кожи является относительный баланс защиты и увеличения урона. То есть броня и сопротивление магии намного меньше, чем у железных лат, и ощутимо больше, чем у тканевых мантий, в то время как бонусы к урону и лечению значительно меньше, чем у тряпок, но в разы больше, чем у железок. Ну и в такой же логике выстроены остальные параметры по типу резистов к контролю или бонус к его длительности, бонус к регену здоровью и энергии и так далее. А вот увеличение максимального здоровья и энергии у всех трех видов брони торса одинаково для всех трех видов экипировки. И таким образом танки получают свою толстоту по хп за счет бонусов к хп от оружия. Ну и прокачка мастерки играет огромную роль. Перейдем к пассивным заклинаниям в коже. Их, как я говорил, 3 вида: гармония разума, быстрота и находчивость. Гармония разума увеличивает весь урон и исцеление на 1,5%, а защиту на 1% в сапогах и капюшонах и на 4,2% соответственно в куртках. Быстрота бустит скорость автоатаки на 6 и 12%. Ну а находчивость сокращает время восстановления заклинаний на 2,5 и 5,25%. Все пассивки имеют одинаковые параметры, независимо от тира экипировки. Только спецпассивка в ботинках грузоподъемность, увеличивающая переносимый вес, зависит от тира предмета. Активные заклинания, как обычно, представлены 2 стандартными для данного предмета гардероба и одним специализированным и зависящим от сета. Начнем с капюшонов. Восполнение энергии стандартное абсолютно для всех видов шлемов, включая латные и тканевые. Восполняет энергию каждую секунду в течение 9 секунд на 16 единиц при использовании 4.0 неартефактного капюшона и на 34 единицы при использовании 8.3 артефактного капюшона. Второй активный скилл Вой создает 10-метровый конус перед вами, при попадании в который противники получают магический урон и дебафы на передвижение и скорость атаки. Урон зависит от тира предмета и варьируется от 41 до 86 единиц урона. Дебафы действуют 8 секунд и от тира не зависят. В куртках стандартные умения исцеление ран и пламенный щит. Исцеление ран, как и восполнение энергии, является стандартным умением не только для курток, но и для мантий и лат. Оно регенит хп и энергию по 6,5% от максимального запаса в секунду соответственно, на протяжении 12 секунд. Применяется только вне боя. Пламенный щит – стандартное умение для кожаной брони. Увеличивает ваше сопротивление урону в течение 8 секунд на 63 единицы при использовании 4.0 простой куртки и на 81 при использовании 8.3 артефактной куртки. Также щит отражает 38% от получаемого вами урона в противника в виде магического урона. Проценты от тира не зависят. В ботинках стандартный для любой обуви бег дает 60% ускорение на 7 секунд, а бодрящая пробежка увеличивает скорость на 100% на 3 секунды. При этом ваши умения откатываются на 49% быстрее. Это довольно странная формулировка, и мой гуманитарный мозг предполагает, что за 3 секунды действия этого умения мы выигрываем 1 секунду на восстановлении умений. Если я не прав, напишите, пожалуйста, в комментариях, как это подсчитать и верно ли я прикинул.
А теперь рассмотрим уникальные заклинания для каждого сета кожаной брони. Для удобства я буду рассматривать полные сеты одного вида. Но помните, что в актуальных билдах полные сеты никто не носит. Обычно комбинируют вещи из разных сетов разных видов брони. И начну я, пожалуй, с сета наемника. Это самый толстый и наименее дамажащий кожаный сет по параметрам брони. Всего лишь 20% баф к урону и самый большой параметров резистов среди неартефактных кожаных сетов. В капюшоне активное заклинание очищения. Создает у ваших ног круг радиусом 4 метра, который снимает с вас и всех союзников в округе все эффекты контроля и дебафы, за исключением эффектов с периодическим уроном. Это очень распространенный в ЗВЗ и менее масштабных ПВП шлем. В куртке умение жажда крови. После активации накладывает на вас эффект, который восстанавливает здоровье каждый раз, когда вы наносите урон противнику. Количество восстанавливаемого здоровья зависит от тира куртки и составляет от 44 до 70 единиц. Эффект действует 8 секунд, либо 15 тиков восстановления здоровья, то есть 15 нанесений урона. Куртка наемника отлично подходит для соло-игры с быстро атакующим либо накладывающим доты оружием. В ботинках наемника активное умение невидимость переносит вас в невидимость. При этом вы можете поддерживать нахождение в невидимости максимум 9 секунд, одновременно бафая свою скорость передвижения на 20% в секунду. Скорость бафается максимум 5 раз. Увеличение скорости действует еще 5 секунд после прерывания поддерживания. Нанесение урона прерывает поддерживание невидимости. Данные ботинки не очень популярны и используются довольно редко в некоторых специализированных активностях. Следующий сет охотника. Средний по параметрам брони сет, бафает урон на 25%, при этом немного тоньше наемника по резистам. В капюшоне заклинание «Ответный удар» действует 4 секунды, увеличивая ваше сопротивление на 49-60 с лишним единиц в зависимости от тира. Плюс отражает в противника 70% от получаемого вами урона в виде магического урона. Крайне полезный шлем и используется практически во всех аспектах игры. В куртке охотника умение ускорения увеличивает вашу скорость атаки на 60%, а весь ваш урон на 20% в течение 8 секунд. Заклинание очень крутое, но крайне сложно реализуемое. Поэтому куртка используется в некоторых специфических билдах, часто с одноручным кинжалом. Ботинки охотника с умением бросок пользуются популярностью у танков в разных PvP активностях, так как заклинание увеличивает продолжительность эффектов контроля на 35%, а скорость передвижения бафает на 120%. Действует 3 секунды. Сет убийцы является самым тонким по параметрам брони, но в то же время дает самый большой бонус к урону в размере 30%. Капюшон убийцы имеет поддерживаемое заклинание «Медитация». Во время его использования скорость восстановления ваших умений увеличивается на 80%. Действует 2,75 секунды. Используется многими заливающими классами при фарме, реже в ЗВЗ, но не массово. В куртке скилл «Засада» отправляет вас в невидимость на 8 секунд. Пока вы в невидимости, каждые полсекунды на вас стакается баф плюс 4% к урону. Максимум настакивается 10 раз, то есть плюс 40% к следующей вашей атаке при полных стаках. Баф на урон действует еще 4 секунды после того, как вы вышли, либо вас выбили из невидимости. При отдалении от места применения заклинания более чем на 14 метров, с вас также спадает невидимость. Куртка часто используется в соло-игре, для гангов и в small scale PvP некоторыми классами. Ботинки убийцы и умение кувырок. Вы совершаете прыжок максимум на 5 метров. В прыжке и на 0,8 секунды после приземления на вас накладывается невосприимчивость ко всем негативным эффектам, как то урон, контроль и дебафы. Также после приземления увеличивается скорость передвижения на 40% в течение 4 секунд. Ботинки используются практически везде как великолепный сейф с ускорением. Переходим к артефактным сетам и начнем с королевского. По характеристикам куртки сет схож с сетом охотника, но имеет чуть больше резистов, здоровья и энергии. В королевском капюшоне активное умение «Нарастающая ярость» накладывает на вас баф, который увеличивает ваш урон на 5% каждую секунду в течение 6 секунд.
Нанесение урона по противнику прекращает накопление бафа, но эффект увеличения урона действует 5 секунд после прекращения накопления. После накопления 6 стаков у вас есть 1 секунда для нанесения урона. Если этого не произошло, то стаки слетают. Используется дамагерами всех мастей для буста урона основного дамажащего скилла. В королевской куртке заклинание «Королевское знамя». Создает вокруг вас ауру радиусом 5 метров на 7 секунд. Внутри ауры вы и 5 союзников увеличиваете скорость восстановления умений и скорость атаки на 50 и 30% соответственно. Используется очень активно классами поддержки, чтобы ускорить откаты скиллов союзников в различных активностях от ЗВЗ до авалонских данжей. В ботинках заклинание «Прыжок с уклонением». Это аналог кувырка в ботинках убийцы, только дальность прыжка 12 метров, и вы не получаете ускорения после приземления. Но в момент прыжка вы также абсолютно неуязвимы к вражеским атакам, дебафам и контролю. Область применения по сути такая же, как и у ботинок убийцы. Артефактный рунный сет лазутчика. По параметрам брони чуть толще наемника, но дает такой же плюс к урону в 20%. Умение в капюшоне Агония смерти создает импульс радиусом 6 метров, который увеличивает весь ваш урон по врагам на 20% в течение 4 секунд, а также выводит задетых врагов из невидимости. И плюс, если у врагов в зоне действия здоровье ниже 50%, то у них снижается сопротивление урону на 92-120 единиц в зависимости от тира капюшона в течение 4 секунд. Используется мили классами при фарме и ганге, реже в других активностях. Куртка лазутчика создает вокруг вас электрическое поле радиусом 6 метров, действующее 7,5 секунд и наносящее каждые полсекунды от 50 до 100 единиц магического урона. Куртка хороша при соло-фарме на мили-классах, но также часто используется в различных других активностях мили-классами. Ботинки лазутчика с умением «Портал ярости» телепортируют вас максимум на 10 метров и дают баф к урону и исходящему исцелению на 15% в течение 4 секунд. Если честно, я не знаю, где они часто применяются. Предполагаю, что их можно использовать в наркоманских ваншот-билдах, на фарме, чтобы бустануть заливку, и на разных кристалках. Там используют практически все, что можно вообразить. Адский артефактный душный сет. По параметрам брони схож с сетом охотника и королевским, но совсем чуть-чуть лучше последнего по параметрам защиты. Адский капюшон имеет скилл «Дымовая шашка». Создает на земле вокруг вас область радиусом 5 метров на 5 секунд. Враги, оказавшиеся в облаке дыма, получают безмолвие и не могут атаковать вас. Вам же остаются доступны автоатаки из невидимости, которую вы получаете, находясь в дыму. Очень полезный в PvP при грамотном использовании предмет, но используется не очень часто. Адская куртка с умением аура вампиризма создает вокруг вас ауру радиусом 7 метров на 7 секунд. Наносит магический урон 5 врагам в зоне действия каждую секунду. При этом урон зависит от того, сколько у вас здоровья. Если ниже 20%, то урон вдвое сильнее по сравнению с уроном, наносимым при 80%. При этом весь нанесенный аурой урон возвращается вам в виде здоровья. Наносимый урон также зависит от тира предмета. Очень полезная куртка для планирующих самостоятельно выживать миликов. Используется по большей части в ЗВЗ. Адские ботинки и заклинание метка жертвы имеет довольно интересную механику. Вы отмечаете цель и становитесь невидимым, пока поддерживается заклинание, а именно 2 секунды. Во время поддерживания вы можете передвигаться. Спустя 2 секунды вы рывком перемещаетесь к цели, выходите из невидимости и получаете плюс 35% к урону на 4 секунды. При отмене поддерживания в первые 2 секунды также отменяется и рывок. Очень сложные в применении ботинки используются в гангах, small scale PvP некоторыми классами и отлично синергируют с вестниками смерти. Реликтовый артефактный сет призрака. По параметрам брони сравним с сетом убийцы, но немного потолще, а бонус к урону дает такой же в размере плюс 30%. Умение в капюшоне озарение мгновенно сбрасывает восстановление навыков в броне. Фактически мало где используется, но потенциал, конечно, у него довольно интересный. В куртке скилл самовоспламенения.
При его активации вы начинаете терять по 2% от максимального здоровья каждые полсекунды в виде чистого урона. Плюс получаемое вами исцеление снижается на 50%, но при этом в радиусе 6 метров вокруг вас все враги и игроки начинают получать по 66 единиц чистого урона каждые полсекунды, если они не под щитом. А мобы получают от 87 до 163 единиц урона в зависимости от тира, также каждые полсекунды. Навык действует 19,5 секунд, но его можно отключить раньше. В целом, сфера применения этой куртки такая же, как и у куртки лазутчика. В ботинках призрака умение призрачный бег. При активации вы становитесь невидимым, при этом тратя по 3% от максимального запаса энергии каждые полсекунды. Максимальная длительность поддерживания заклинания 16 секунд. Однако получение урона прервет поддерживание и выбьет вас из невидимости. Также, если вы отошли от места применения дальше 15 метров, то не сможете атаковать игроков автоатаками в течение 3 секунд. Ну а на скиллы скорее всего не будет энергии. Совсем непопулярные ботинки используются в некоторых скип-сетах. И наконец авалонский сет упорства. По параметрам брони он сравним с сетами убийца и призрака, но дает немного больше резистов и здоровья. В капюшоне навык скверные раны создает на земле вихрь радиусом 5 метров на 2,5 секунды. Враги, попавшие в область, получают от 20 до 40 единиц магического урона каждые полсекунды. И если они попали в вихрь впервые, то получают снижение получаемого и исходящего исцеления на 50% в течение 4 секунд. В массовых активностях шлем особо не используется, возможно применяется в разных ХГ и кристалках. Куртка упорства имеет скилл активная защита. При активации накладывает на вас баф, параметры которого зависят от того, с кем вы сейчас сражаетесь. Если это мобы, то ваша защита увеличивается на 25%, а урон по монстрам на треть. Если противник-игрок наносит по вам магический или физический урон, то и баф увеличивает ваш физический или магический урон на 25% и увеличивает сопротивление физическому или магическому урону на 126 единиц в случае с 4.0 курткой и на 156 единиц в случае с 8.3 курткой, соответственно. По всей видимости, использование этой куртки имеет смысл только в дуэлях либо на небольших аренах. Ботинки упорства и заклинание слепая зона. Вы переходите в невидимость на 1 секунду, ускоряясь при этом на 20%. После выхода из невидимости вы наносите от 196 до 320 дополнительного магического урона при следующем ударе в пределах 3 секунд. Ботинки очень хороши для ДД в ХЦЕ, ну и скорее всего используются на аренах, в ХГ и тому подобных местах. На этом мы рассмотрели все виды кожаной брони в игре. Надеюсь, видео было вам полезно. Впереди мы еще разберем все тканевые доспехи в игре. А пока поделитесь этим видео с друзьями, закиньте в гильдейский дискорд. Конечно же, если ваша гильдия работает с новичками. Ну и подпишитесь по-братски на канал, поставьте лайк, дизлайк, но лучше лайк. Спасибо за просмотр, всем пока!